Привет всем любителям геометрии. Сегодня у нас слегка олимпиадная задача из Белграда. А где Белград? Да, в Сербии, конечно, все знают. То есть братья-славяне решили вот такую задачу. Дан черный квадрат. Вот в красном треугольнике больше катет 20. Найти площадь квадрата. Ну и вершинка прямоугольного треугольника, середина стороны квадрата. Дам буквы. А, Б, С, Д– это квадрат. М– середина стороны. Ну и это будет К. То есть в треугольнике МАК, который прямоугольный, а К равно 20. Нужно найти площадь квадрата. Задача имеет множество решений, скажу сразу, каждый сможет отличиться и дать свое уникальное решение. А я дам свое. Итак, внимание. Вот я сделал зеленый фон, напишите, как на ваших смартфонах этот зеленый фон нормально смотрится или лучше не надо экспериментировать. Вот мне для решения понадобится известная теоремка, еще одно замечательное свойство. Ну, теоремку вы знаете, свойство биссектрисы. Биссектриса делит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим сторонам. То есть x относится к y как а к b, ну, я запишу так, x относится к а как y к b. Мне кажется, так тоже очень полезно иногда записывать, очень удобно. Ну и второе свойство такое интересное, что если в египетском треугольнике, допустим, со сторонами 6, 8, 10, это известные 3, 4, 5, увеличенные в 2 раза, провести биссектрису, что получится? Она разделит катет 8 в отношении 6 к 10, то есть 3 к 5. То есть получится вот этот отрезок тройка, а вот этот отрезок пятерка. Но тогда в левом прямоугольном малом этом треугольничке катеты меньше к большему относятся как 3 к 6 или 1 к 2. Верно? То есть как t относится к 2t. Так вот, верное и обратное утверждение. Если в прямоугольном треугольнике проведена биссектриса и получился прямоугольный треугольничек маленький, в котором катеты относятся 1 к 2, то это египетский треугольник. То есть всегда это будет треугольник, стороны которого 3х, 4х и 5х. Это утверждение можно доказать алгебраически, обозначив отрезки вот этого катета x и y. А катет нашего треугольника будет 2х, а гипотенуза 2y. И применив теорему Пифагора и разделив там потом на y квадрат, вы получите то, что нужно. Отношение катета большого треугольника к гипотенузе. Оно будет 3 к 5. Либо тангенс. Нужно использовать двойного аргумента. Ну ладно, кое-что мы повторили. А теперь к нашей задаче и моему решению. Решение такое. Я провожу вначале вот здесь, в треугольнике, в равнобедренном, перпендикуляр. А потом продолжу его. Вот провел перпендикуляр. Что получилось? Ну, понятно, что если это угол альфа, то и этот угол будет альфа, и этот будет альфа, и этот будет альфа. Тут сверху 2 альфа, можно применять тригонометрию. Но я продолжу эту биссектрису до пересечения вот с катетом АК в некоторой точке F. Вот пусть здесь будет точка F. Смотрите, что получается. У нас треугольники АБМ, прямоугольный треугольник, вот этот треугольник подобен вот этому треугольнику. Почему они подобны? По двум углам. Альфа-альфа, прямой-прямой. Верно? Верно. Но у нашего треугольника АБМ катеты относятся, вот это А пополам, а это А пусть будет, сторона квадрата, как А пополам к А, то есть 1 к 2. Тогда и у нашего АФ относится к АМ как 1 к 2. То есть если АФ х, то по нашей теоремке, вот она, теоремка, получится АМ 2х. Верно? Верно. А ФК сколько будет? ФК будет 20 минус х. Тогда сколько будет у нас вся вот эта гипотенуза МК красного треугольника? Ну, в 2 раза больше, чем 20 минус х. То есть 40
минус 2х. Ну все, можно применять теорему Пифагора к красному треугольнику. У него катет 2х, второй 20, гипотенуза 40 минус 2х. Ну все, применив теорему Пифагора, находим х, находим 2х, и тогда из треугольника АБМ находим а в квадрате, а значит и площадь. Я все это набрал, поэтому я прогоню решение еще разок уже по набранному. Если вы не возражаете, все всем станет ясно. Вот посмотрите, я возьму оранжевый и говорю, первое действие какое? Смотрите на чертеж. МФ биссектриса, правильно? Что получилось? Треугольник АБМ и треугольник МАФ подобны. Верно. Но в треугольнике АБМ катеты относятся 1 к 2. Тогда и АФ относится к АМ как 1 к 2. Теперь АФ принимаю за х, АМ за 2х. Тогда ФК у меня отрезок будет 20 минус х, а МК гипотенуза 2 умножить на 20 минус х, 40 минус 2х. Ну и применяю теорему Пифагора к вот этому треугольничку АМК. Получается, что 2х в квадрате плюс 20 в квадрате, это сумма квадратов катетов, равна квадрату гипотенузы. Ну, возвожу там 2х в квадрате, сокращается слева и справа. Получается вот такое уравнение, откуда 2х равно 15. Что такое 2х? Так 2х это АМ. То есть получилось, что АМ равно 15. Конечно, исходя из вот этой задачи, я мог сразу сказать, поскольку катеты АФ и АМ относятся 1 к 2, это египетский треугольник. Длинный катет 20, короткий 15, гипотенуза 25. Но я сделал это вот таким путем через теоремку Пифагора. Ну, поскольку это 15, дальше все просто. Из треугольника АБМ, АБ в квадрате плюс БМ в квадрате равно АМ в квадрате, то есть А в квадрате плюс А пополам в квадрате равно 15 в квадрате. Откуда А в квадрате 180? То есть площадь нашего квадрата равна А в квадрате. А в квадрате у нас оказалось 180. Задачка решена. Площадь квадрата 180. Присылайте свои решения. Не забудьте про фон написать, нормально на зеленом фоне или нет. И нормально ли вот так набранное решение и такое подробное обсуждение второй раз этого решения для тех, кто не все понял с первого раза. А я с вами прощаюсь. Пока, до новых встреч. С вами был Валерий Казаков.